You ready, lady? Вы готовы, леди? Ready as I'll ever Да, be. готово. Wednesday. До среды, да. What's today? А Walt? сегодня что, Уолт? Monday? Понедельник. В 1986 году вышла американская комедия «Крокодил Данди», рассказывающая об охотнике Микки Данди, которого воспитывали аборигены в Северной Австралии. Мужчина живет вдали от цивилизации, хорошо ориентируется в условиях дикой природы, но вся его уверенность пропадает, когда однажды приходится посетить Нью-Йорк. Кинолента Питера Файмана получилась настолько очаровательной, что запала в сердца зрителей в первые же дни проката. В 1988 году вышла вторая часть ленты «Крокодил Данди 2», а спустя 13 лет грянуло продолжение «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе», где у главного героя и его супруги появляется сын. Год выпуска последней части – 2018. Данди, сын легенды, возвращается домой. Пол Хоган сыграл главного героя, охотника Данди по прозвищу Крокодил. Эта роль и по сей день является самой знаковой в его фильмографии. За нее мужчина был номинирован на Оскар и получил Золотой глобус. Можно было бы подумать, что такой головокружительный успех позволил Полу сделать прекрасную кинокарьеру, но, увы, это не так. За всю жизнь Пол снялся всего в 13 фильмах, и «Крокодил Данди» – самый известный из них. Кстати, Пол не профессиональный актер. Долгое время он работал монтажником, пока однажды в возрасте 32 лет не решил попробовать себя в австралийском конкурсе талантов «Новые лица». Его непревзойденное чувство юмора оценили, и 11 лет с 1973 по 1984 годы он вел на австралийском телевидении юмористическое шоу Пола Хогана. В молодости Хоган женился на Ноэле Эдварде, которая в течение 4 лет родила актеру 3 детей. Сначала семья жила небогато, но дружно. А когда Пол начал приобретать популярность на телевидении, отношения начали портиться. В 1981 году актер расстался с женой и в течение нескольких месяцев жил в одиночестве. Время помогло забыть прошлые обиды и примирило супругов, повторно расписавшихся меньше чем через год после развода. В течение следующих лет Ноэлен и Пол еще дважды становились родителями и жили счастливо до момента начала съемок «Крокодила Данди», во время которых актер влюбился в сексапильную красавицу Линди Козловски, исполнявшую роль журналистки Сью Чарлтон. Начавшийся роман не оставил шансов сохранить семью, и в 1986 году Хоган начал бракоразводный процесс с Ноэлен. Это событие, полное скандалов, раскрыло непривлекательные стороны личной жизни супругов и, по словам журналистов, стало одной из самых отвратительных историй расставания знаменитостей. Получив долгожданную свободу, Пол сразу женился на Линде. Легкомысленная белокурая американка представить себе не могла, сколько крови у нее выпьет Ноэлин Хоган, жена Пола. В войну за мужа, влюбившегося в старости лет в заграничную вертихвостку, Ноэлин подключила родственников, друзей и крупнейшие австралийские издания. Однако, получив официальную бумагу о разводе, Пол назначил дату свадьбы с Линдой – 5 мая 1990 года. Линда к свадьбе заказала платье точь-в-точь, как у принцессы Дианы, пышное, с ручным шитьем. Линда Козловски, Сью Чарлтон. В 1984 году актриса исполнила роль мисс Форсит в спектакле «Смерть коми-вояжера». Год спустя Линда снялась в экранизации данной постановки. Несмотря на успехи в карьере, настоящие успехи и признания пришли к ней именно после участия в ленте «Крокодил по прозвищу Данди». Во время работы над картиной Козловски познакомилась с Полом Хоганом, за которого впоследствии вышла замуж. После успеха «Крокодила» она бредила о мировой славе, но все пошло не так, как виделось наивной Линде. Через 2 года после свадьбы она уже весила под 70 килограмм. В газетах ее называли «Большая леди на льду»
и прочими малоприятными прозвищами. У Линды и Пола родился сын Ченс. В 2001 году решила завершить карьеру актрисы. По словам знаменитости, она устала от того, какие роли ей предлагают. Более того, все новые проекты, по ее личному мнению, глупы и скучны. По этой причине у Линды пропало желание играть на экране. Супруги продали свой помпезный особняк в Голливуде и улетели с маленьким сыном в Австралию. Пол писал сценарий, иногда снимался, воспитывал сына. Своими руками делал во дворе горки и качели для мальчишек, приятелей Ченса. Только теперь он осознал, как много потерял в свое время, сутками вкалывал на стройки и не заметил, как выросли его дети от первого брака. С сыном от второго брака он не собирался повторять старых ошибок. Он был с ним рядом каждый день. А в 2014 году пара развелась, несмотря на прожитые вместе 24 года. Самому Полу на тот момент было уже 74 года, Линде 55, их сыну Ченсу 15. О причинах пара не очень-то рассказывала. Сейчас их сыну Ченсу Хогану 24 года. Актриса утверждает, что их развод был мирным. Они разделили опеку над сыном. Также за Хоганом остались права в отношении кинопроизводства «Крокодила Данди». Линда же получила единоразовую выплату в размере $6 миллионов. На эти средства знаменитость приобрела 3 пляжа в Венеции. После развода Линда взяла себе девичью фамилию Козловский, не желая иметь с бывшим мужем ничего общего. Линда не следила за собой, словно ей было плевать на неухоженный внешний вид и морщины. Сейчас Линда счастлива в новых отношениях. Ее избранник Мулай Хафид Баба, партнер по туристическому бизнесу. В собственную внешность Козловский решила внести немалые инвестиции. Благодаря усилиям пластических хирургов она стала выглядеть не хуже, чем в молодости. Вместе со своим нынешним возлюбленным, марокканцем, они выглядят великолепно. Линда полностью изменила имидж, перестала быть блондинкой, сделав выбор в пользу рыжеватого оттенка. Сейчас Линде 64 года. А Пол Хоган продолжает сниматься в фильмах, пишет сценарий и мечтает о выходе фильма о приключениях знаменитого австралийца. Актеру уже 82 года. В родной Австралии его по-прежнему любят и помнят. Периодически вручают награды за вклад в развитие искусства. Мир не забывает обаятельного и мужественного крокодила Данди. Неожиданно для самого Хогана достаточно популярной получилась снятая в 2019 году короткометражка под названием «Данди. Сын легенды возвращается домой». А в 2020 году вышел фильм «Великолепный мистер Данди». Джон Мейлан в роли Уолта Рейли. Джон Мейлан предстал в образе Уолтера Рейли, и хотя его кинокарьера началась задолго до «Крокодила Данди», именно этот проект подарил ему всемирную славу. К сожалению, воспользоваться новыми возможностями ему не удалось, так как в 1988 артист скончался от цирроза печени. Дэвид Галпелил. Невилла Белла сыграл австралийский танцор и актер Дэвид Галпелил. Эпизодическая роль принесла ему популярность, но артист отдавал предпочтение танцам. Галпелил собирал труппы и выступал на различных фестивалях. Главная проблема мужчины – злоупотребление спиртным, которое привело к тому, что его судили за нападение на собственную жену. Суд приговорил Дэвида Галпелила к 12 месяцам домашнего ареста и запретил приближаться к супруге, когда он пьян. Стив Рэкмен в роли Донка. Туповатого, но очень доброго громилу по имени Донк сыграл непрофессиональный актер Стив Рэкмен. Он спортсмен, рестлер. Агенты по кастингу, общаясь в местный клуб, попросили найти самых уродливых, самых отвязных парней. И им нашли Стива. Его дебют в первой части был настолько хорош, что его пригласили на эту роль и в 2 других фильма. Стив и не собирался развиваться как актер. Все это время он продолжает заниматься спортом и держит собственный клуб.
а больше ему и не надо. И наконец-то он вставил зуб. Марк Блум в роли Ричарда Мейсона. Для Марка Блума роль приличного плохого парня стала переломной, и его стала замечать голливудская общественность, но не настолько, чтобы сниматься в заметных картинах. В основном роль Ричарда Мейсона позволила ему стать звездой западного ТВ. Реджинальд Вел Джонсон в роли Гаса. Реджинальд Вел Джонсон играл водителя лимузина, который пришел на помощь Данди, когда у того возникли проблемы. Эта роль запустила его карьеру. Кэтлин Кларк в роли девушки по вызову Симоны. В 2004 году у актрисы диагностировали рак яичника, от которого она и умерла. Ей было 52 года. Джерри Скилтон в роли Наггета. Это еще один персонаж, который появился во всех 3 частях серии, причем он был настолько успешен, что у его создателя возникла идея запустить собственный проект, где Наггет главный персонаж. Но то ли время ушло, то ли вкусы публики поменялись, но ничего не вышло, даже несмотря на то, что сам актер вызвался финансировать проект. Но он только потерял деньги. На данный момент ему 72 года. Терри Гилл в роли Даффи. В данном случае о дебюте речь не идет. Напротив, когда Терри Гилл взялся за эту роль, у него в послужном списке было огромное количество ролей представителей власти, поэтому у него имелся опыт. Он умер от рака легких в 2015 году. Один из самых успешных актеров, снявшихся в фильме, это Луис Гусман, сыгравший бандита Хосе. Сейчас ему 63 года. Подпишись на канал, жми на колокольчик, ведь мы приготовили много интересного для тебя.